Когда мы изучаем язык, мы учим новые слова и выражения, чтобы научиться говорить. Кто-то учится в школе, кто-то занимается самостоятельно, но каждый хочет выучить как можно больше. Здравствуйте, меня зовут Анна. Добро пожаловать в 7 минут русского языка с novomova.net. Сегодня мы будем говорить о глаголах, которые можно объединить в одну группу под общим названием «учить». И сегодня я постараюсь научить вас правильно эти глаголы использовать. Интересно? Тогда смотрите. Я изучаю русский язык. Я учусь в школе. Я много занимаюсь. Я изучаю. I study. Я учусь. I study. Я занимаюсь. I study. Какая же разница между этими глаголами в русском языке? Давайте разберемся. Итак, давайте посмотрим на первую пару глаголов изучать, изучить несовершенного и совершенного вида. Изучать значит проходить курс в целом. Например, я изучаю русский язык не в данную минуту, а вообще. Или я могу спросить, вы когда-нибудь изучали русскую литературу? Или вы изучаете историю? Вам интересно изучать иностранные языки? Изучать предмет, проходить курс. Эти глаголы переходные. Они требуют прямого дополнения. Изучать что? Русский язык, русскую литературу, историю, иностранные языки. А что вы изучаете? Или что бы вы хотели изучать? Напишите мне в комментариях. Следующий наш глагол – глагол «учиться». Учиться значит быть студентом. Например, я могу спросить, ты учишься или работаешь? Ответ «я учусь» значит «я студент». Учиться плюс где? Например, учиться в школе или в университете. И учиться плюс как? Например, хорошо. Я могу сказать, когда я училась в школе, я училась хорошо. Где я училась? В школе. Как я училась? Хорошо. Итак, учиться плюс где? Это может быть в школе, в университете, в институте, на факультете. Это может быть в Киеве, в Лондоне или в Париже. И учиться плюс как? Хорошо, нормально, очень хорошо. Вы можете спросить меня, где вы учились, и я скажу, я училась в университете. На вопрос, что вы изучали, я отвечу, я изучала лингвистику. Следующий глагол – заниматься. Этот глагол имеет много значений в русском языке. Например, заниматься спортом или заниматься детьми. Но также этот глагол используется в значении to study. Например, она много занималась и поэтому хорошо сдала экзамен. Много занималась значит готовилась, практиковалась, делала разные упражнения. Или он много занимался, чтобы стать чемпионом. Значит, много работал и практиковался. Или вопрос, чем занимаешься? Значит, что ты делаешь сейчас? Итак, английский глагол to study можно перевести на русский язык как изучать, учиться или заниматься. И вы уже знаете разницу между ними. В русском языке есть больше глаголов, которые входят в так называемую группу «учить». Хотите узнать об этом? Тогда смотрите. Итак, следующая пара глаголов – учить, выучить. И значит запоминать, запомнить. Это переходные глаголы, они требуют прямого дополнения. Учить, выучить что? Например, учить новые слова,
или выучить стихотворение, вы можете спросить: ты выучил новые слова? Ответ: я учил, но не выучил. Значит, процесс был, а результата нет. Или другой пример. Он выучил названия всех планет. Значит, он запомнил их, он знает их. Следующая пара глаголов – учить, научить. Кого, делать, что. Я могу спросить: кто научил вас плавать? Научил. Совершенный вид. Значит, что вы умеете плавать. Или моя сестра учит детей рисовать. Каждый день учит. Несовершенный вид. Или моя мама научила меня читать. Я умею читать. Также мы можем сказать учить, научить кого, чему. Например, я учу вас русскому языку. И последняя пара. Учиться, научиться. Как и предыдущие глаголы, мы можем сказать учиться, научиться делать что-то. Или учиться, научиться чему-то. Например, учиться плавать, учиться водить машину. Но эти глаголы возвратные. Ся значит себя, научить себя. Мы используем эти глаголы, когда хотим сказать, что мы умеем что-то делать, но мы не помним, кто научил нас это делать, или это не важно. Например, я научилась кататься на велосипеде в 7 лет. Вероятно, мои родители научили меня кататься, но сейчас это не важно. Или другой пример. Я научилась читать в возрасте 5 лет. Конечно же, кто-то научил меня читать, но сейчас это не важно. Важно, что я умею. В этих случаях мы используем возвратные глаголы учиться, научиться. А сейчас давайте повторим, какие же глаголы мы рассмотрели сегодня. Изучать, изучить что? Иностранный язык. Учиться где? В Киеве. Заниматься много. Учить, выучить что? Новые слова. Учить, научить кого? Студентов чему? Русскому языку. Учиться, научиться что делать? Говорить по-русски. И это все на сегодня. Я надеюсь, что видео было полезным, что вы выучили что-то новое. Я же с вами прощаюсь. Если вам понравился наш урок, тогда подписывайтесь на наш канал. А если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях.